Приветствую всех на моем канале. Сегодня у меня для вас необычная история, которая случилась со мной на рыбалке в Варшаве на реке Висла в один из майских выходных дней. Однако перед началом рассказа попрошу подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Оно будет интересное. Решил я, как обычно, в свой выходной день выбраться на природу и заодно протестировать мой дрон. С его помощью я облетел реку в поисках идеального, незанятого места для ловли на спиннинг. Знаете, река Висла – это настоящая загадка. Уровень воды то и дело меняется, и появляются новые интересные места для рыбалки. И вот, когда я уже было нашел отличное местечко, мой дрон заметил что-то странное на одном из песчаных островов посредине Вислы. Подлетев поближе, я с удивлением увидел пару молодых людей, лежащих на песке абсолютно без одежды. В тот момент мне пришло в голову столько вопросов. Как они туда попали? Может, это последствия кораблекрушения, и им пришлось съесть свою одежду, чтобы не умереть с голода? А может, их похитили марсиане и высадили на остров со своего космического корабля? А может, это чайки, которые могут превращаться в людей? Ситуация была настолько загадочной, что я не знал, как поступить. Нужно ли подлететь поближе и узнать, не требуется ли им помощь? Или оставить их в покое, чтобы не нарушать их, возможно, вполне счастливый момент? Может быть, они сами выбрали это место для уединения и наслаждаются природой вдали от людских глаз. По крайней мере, сегодня очень теплый день, и они точно не замерзают. Вот теперь думаю, как правильно поступить в такой ситуации? Как вы думаете, что они делают на этом острове? Как бы вы поступили на моем месте? Подлетели бы поближе и предложили помощь или оставили их в покое, чтобы не нарушать их уединение? Напишите свои версии и советы в комментариях. Будет очень интересно почитать ваши мысли на этот счет. Кстати, на берегу Вислы в этом месте расположен нудистский пляж. Там в хорошую погоду много людей. Это ведь Европа, а здесь существуют свободы, а не только права и обязанности. В выходные дни количество отдыхающих на нудистском пляже может достигать нескольких сотен человек. Это люди всех возрастов, от пожилых людей до семей с маленькими детьми. Тут есть все для полноценного отдыха и никаких купальников. На обычном пляже все хотят выглядеть хорошо, и купальник должен это подчеркивать. А здесь никто не стыдится своего тела и не пытается произвести впечатление. Один из постоянных посетителей пляжа даже встретил тут свою будущую жену, прогнав хулиганов. На вопрос, часто ли здесь случаются неприятные ситуации, отдыхающие отвечают, что это скорее исключение, чем правило. По словам посетителей, толерантность – еще одно преимущество нудистского пляжа перед обычным. Здесь никого не беспокоят нетрадиционные пары, в то время как на соседнем пляже за их спиной сразу начинают шептаться. А может, молодая пара пришла на берег реки, чтобы полежать на солнце, уровень воды поднялся, и они волей случая оказались на острове? Вопросов больше, чем ответов. В следующие свои выходные я обязательно пойду на Вислу, возьму с собой дрон и попробую пролететь над этим островом. Может, эти люди еще там, и им совершенно нечего есть. Хорошо хоть что Висла пресноводная, и от жажды они не умрут. А где вы посоветуете мне пролететь в следующий раз? Напишите об этом в комментариях. Видео на подобные темы я буду размещать на своем канале в разделе, который называется «Не в ту дверь». Для тех, кто слышал про Филиппа Киркорова, Ивлееву и голую вечеринку, будет понятно, о чем речь. Мой дрон влетел не в то окно. На этом все. Спасибо всем за просмотр, спасибо за заданные вопросы и предположения, которые вы оставите в комментариях. Спасибо за все лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч на рыбалке и не только. Впереди у нас еще много интересных историй и приключений.